Есть вопрос, который вам зададут на любом британском ужине. Звучит он невинно. Чем вы занимаетесь в свободное время? Однажды я ответила на него честно. И лучше бы не отвечала вообще. Потому что в Британии это вопрос вообще не про досуг. Он о том, к какому миру вы принадлежите. Хобби здесь – это социальный паспорт. Причем в случае с увлечениями дело здесь вообще не в деньгах. Здесь можно иметь деньги и быть настоящим изгоем. А можно ходить в резиновых сапогах по навозу и быть своим с рождения. Сегодня разберем, как именно это устроено. Почему британцы помешаны на клубах? Как получилось, что британский аристократ может спокойно копаться в навозе? Разберем, какое хобби станет пропуском в высшее общество и можно ли иностранцу через хобби стать своим. А еще я покажу вам клуб, где членство можно оплатить, а ключ от двери вам все равно не выдадут. Его придется заслужить. И в этом вся Британия. Начну со своего опыта. Я находилась в компании родителей из школы дочери. И тут мне прилетает тот самый вопрос. Чем вы занимаетесь в свободное время? И я отвечаю честно. Работаю. И это правда. Съемки, экскурсии, маркетинговое агентство. Я работаю на себя. Какое тут свободное время? В ответ я вижу вежливые улыбки. Кто-то даже хвалит мою старательность. Если вы смотрели мое видео про то, почему британцы не любят старательных, вы уже поежились. В нашей иммигрантской системе координат «я все время работаю» — это повод для гордости. Значит, человек серьезный, не бездельник. В британской же то же самое звучит иначе. Человек без увлечений — это тот, у кого нет выбора. Он вынужден все свое время продавать за деньги. Короче говоря, он в нужде. Мы с вами как раз это обсуждали в видео про старательных. Если очень сильно обобщить, чем меньше вам, судя по всему, нужно пахать, рваться и что-то кому-то доказывать, тем лучше. Хобби — это публичное доказательство того, что у вас много свободного времени, которое некому продать. Именно поэтому взрослый человек без увлечений здесь вызывает скорее не уважение, а сочувствие. Нужно сказать, что британцы буквально помешаны на клубах. И я, если что, не про ночные клубы, а про те, у которых есть свой устав, членство и правила. И клубы эти делятся на два совершенно разных вида. Первый вид – джентльменские клубы, которым по 200-300 лет. Например, Уайтс на Сент-Джеймс-стрит. Я про него рассказывала в видео про классовое общество. Туда не приходят, туда вводят. Кандидата предлагают действующие члены, поручаются за него, а голосование может закончиться отказом без объяснения причин. Некоторые из этих клубов до сих пор не принимают женщин. Внутри не принято обсуждать дела, а иногда даже доставать телефон. Второй вид – клубы по интересам, и их в стране десятки тысяч. Клубы по гребле, садовые, книжные, орнитологические, крикетные, клуб любителей старых мотоциклов, клуб реставраторов часов. У клубов есть устав, взносы, ежегодное собрание, казначей, волонтеры и так далее. Для нашей культуры эта клубная тема вообще непонятна. Мы называем это кружок, и в кружки такие ходят дети или пенсионеры, те, кому заняться больше нечем. Здесь же клуб – это важный элемент общественной жизни, это сообщество, и практически у каждого британца есть членство хотя бы в одном клубе. Поэтому британец на вопрос о хобби отвечает не «я гребу» и не «я люблю в саду ковыряться», он называет конкретный клуб. Для него это не регулярное действие, а скорее принадлежность. Но наличие хобби – только билет на вход. Дальше начинается очень интересная классификация. У каждого увлечения есть своя дверь, и ведут они в очень разные помещения. Сейчас расскажу детально. Мы с вами у Ham Polo Club. Он основан в 1926 году, и в этом сезоне ему ровно 100 лет. И, кстати, это последний клуб поло во всем Лондоне. Когда-то их было десятки, но вот сейчас остался один. Казалось бы, все очевидно. Лошади, пиджаки, шампанское. Это спорт аристократии, и вход, наверное, только для тех, у кого есть деньги. Но это слишком простой ответ, и он неправильный. Хэм никогда не был самым парадным клубом. Он появился для тех, кто не гонялся за большими турнирами. Для лондонцев, которые просто хотели регулярно играть. Клуб для игры, а не для витрины. И сегодня его дверь распахнута настежь. Билет на воскресный матч может купить кто угодно. Можно приехать с пледом и корзиной на пикниковую лужайку и просто посидеть. Есть академия для новичков, есть даже членство для тех, кто вообще не играет. Но вот что я поняла. Купить билет и действительно почувствовать себя здесь своим – это, конечно, разные вещи. Люди из этого мира, конечно, знают, что игровой период в поло называется чака, к примеру. Знают, зачем люди в перерыве выходят на поле.
если что, утаптывать зерн, которые кони вырвали за время игры. И делают они это спокойно, не вытаскивая телефон, чтобы выложить это все в сторис. Они знают, когда именно матч закончился, и можно подойти к игроку, и о чем вообще его можно спросить. Новичок может быть одет вдвое дороже любого члена клуба, но он все равно так и останется гостем. И, конечно, не из-за одежды, а из-за того, что просто не знает, как себя вести и куда себя деть. Первый честный вывод. Денежного барьера здесь уже давно нет. Барьер — это знание правил, этикета, а таким обзавестись намного сложнее, чем деньгами. И откуда это пошло, нам поможет разобраться навоз. Итак, потомственный британский аристократ. Земля, лошади, возможный титул. Он стоит в резиновых сапогах и совершенно спокойно возится в навозе. Это у него хобби такое. Но представим, что это уже физический труд за зарплату. 100 лет назад такого человека могли развернуть на пороге приличных соревнований. Для них он недостаточно джентльмен. Хотя навоз-то один и тот же. Так почему же? Потому что все решал на самом деле вопрос, делаете ли вы это по собственному выбору или просто вам иначе не заплатят. Отсюда появился такой образ джентльмен-любитель. Он мог отдавать спорту целые годы своей жизни, блестяще в нем разбираться, побеждать, но делал он якобы это исключительно ради своего удовольствия. Звучит, конечно, очень благородно и соблазнительно, но только позволить себе такую жизнь мог тот, кому не нужно было действительно постоянно зарабатывать и думать об этом. А тот, кто получал за свой труд деньги, назывался профессионалом. Это уже человек совсем другого сорта, и для него открывается далеко не каждая дверь. И на эту тему есть невероятная история с жертвой и лучшей местью в истории спорта. 1920 год. Американский гребец Джек Келли подает заявку на Henley Royal Regatta. Это самое престижное соревнование в мировой гребле. Он уже 6-кратный чемпион США, но в молодости он... клал кирпичи. А в правилах Хенли тогда стояло черным по белому. Не допускается тот, кто является или когда-либо был механиком, ремесленником или рабочим. Заявку отклонили. Каменщик недостаточно джентльмен. Келли разозлился и поехал на Олимпиаду, куда изначально не собирался. В финале он обошел британца Джека Берресфорда, того самого, что выиграл в тот год Хенли. Разрыв был около секунды. Через полчаса Келли взял еще одно золото, уже в двойке. А теперь жест и та самая месть, ради которой я всю эту историю рассказываю. После победы Келли отправил свою гоночную кепку королю Георгу V. Кепку он сопроводил запиской: «Привет от каменщика». Пункт про рабочих продержался в правилах Хенли до 1937 года, а в 2003-м регата учредила кубок имени принцессы Грейс, дочери Джека Келли, ставшей княгиней Монако. Да-да, месть продолжалась. Грейс Келли – это именно его дочь. Сегодня формальные запреты исчезли, механизм – нет. Он просто стал неочевиден, раньше вас не пускали на порог. Теперь дверь открыта, а вы стоите в проеме и не знаете, как себя вести внутри. Сейчас я расскажу, как связаны хобби и происхождение, и какие категории британцев чем занимаются. Но сначала хочу поблагодарить вас за активность. Если вы попали на мое видео впервые или, может быть, давно смотрите меня, но без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на канал. И я буду благодарна всем за лайки и комменты в поддержку моего труда. Ну а если вам интересно узнать, как можно создать свой собственный канал на YouTube, как вести контент, не превращая это в изнурительную работу, и как вообще можно монетизировать это, я приглашаю вас пройти бесплатно тест, как вам построить личный бренд на YouTube. После теста можно будет приобрести мой мастер-класс по YouTube. А теперь обещанная карта британских увлечений. Но только я сразу оговорюсь, что нет такой системы, что если вы играете в поло, вы обязательно аристократ, а если в дартс, то рабочий. Это будет тогда гадание по знаку зодиака. Но очень важны 4 вопроса. Что именно вы делаете? Где вы это делаете? С кем? И зачем? Одно и то же садоводство может быть грядками с помидорами после смены или же восстановлением какого-нибудь исторического сада при поместье. Ну а еще это может быть вообще какой-нибудь модный городской клуб органического земледелия. Физически все трое просто копаются в земле, но двери за их спинами ведут вообще в абсолютно разные миры. Мир первый. Земля, животные, загородная жизнь. Верховная езда, поло, охота, стрельба, серьезное садоводство. Здесь ценится не роскошь, а отсутствие восторга перед роскошью. Человек, эффектно позирующий с лошадью, дальше от этого мира, чем тот, кто пришел в старой куртке и молча проверил копыта. Мир второй, где нужна определенная школа. Гребля, крикет, теннис, регби,
паруса. Барьер здесь не цена, а ранний доступ. Если у ребенка в школе были озеро, лодки, тренер, теннисный корт, к 18 у него, скорее всего, есть навык, словарь, друзья и спокойное ощущение права здесь находиться. Можно начать то же самое делать в 35 лет, и формально, в принципе, вы будете делать одно и то же, но такой сети знакомств у вас уже не будет. Мир третий. Культурный средний класс. Театры, музеи, исторические дома, классическая музыка, книжные клубы, фестивали, гастрономия. Билет в галерею доступен всем. Дело не в билете. Дело в привычке туда ходить и в легкости, с которой обсуждается увиденное. Это язык, и на нем либо говорят с детства, либо учат как иностранный. Мир четвертый. Локальные и рабочие традиции. Футбольный клуб, дартс, рыбалка, голуби, огородные наделы, пабные команды. Их сила не в эксклюзивности, а в верности месту. Какой клуб поддерживал ваш отец? В каком пабе играет ваша команда? Кто знает вас 20 лет? Это очень мощный капитал внутри конкретного района. И чужаку туда, кстати, войти не проще, чем в клуб по игре в поло. Поэтому вопрос, это хобби богатых или бедных, он в корне не верит. Правильный вопрос должен звучать так: а в какую компанию меня приведет это хобби? А теперь про наш мир постсоветских стран и о том, почему для нас эта система невидима. Начнем вообще с языка. Само слово «хобби» в русскоязычной культуре звучит как-то несерьезно, как будто бы это слово из школьной анкеты. Взрослый человек, который взахлеб рассказывает о каком-то своем увлечении, у нас скорее вызовет недоумение, мол, а работать-то когда? И для этого есть причины. Советские кружки были массовыми и бесплатными. Шахматы, авиамодельный, музыкалка, доступ был примерно равный, а значит, увлечение ничего не сообщало о происхождении. Дальше дача. Формально та же самая земля, что у британского лорда, но наша дача была не досугом, а выживанием. Картошка, банки, заготовки, теплица. Копаться в земле у нас означало ровно противоположное тому, что означает здесь. А мужские территории – гараж, рыбалка, баня – исторически были не способом расширить круг общения, а способом из него сбежать. Место, где прячутся мужчины, не место, где строят связи. И вот, наверное, ключевая разница. У нас близость заводится через застолья, через какие-то рабочие отношения, через родню. Института клубов у нас практически нет. Для нас это звучит как нечто из книжек про англичан. А здесь взрослая дружба завязывается и живет именно в клубах. Не за столом, не после третьей рюмки, а именно на ежедневных каких-нибудь репетициях хора, на каких-то волонтерских событиях и так далее. Поэтому иммигрант попадает здесь в ловушку, которая даже не видно. Он ищет близости привычными способами, какими-то задушевными разговорами, приглашениями домой или, не дай бог, вообще какой-нибудь откровенностью. А местные строят дружбу через регулярное появление в одном и том же месте. Получается, что мы предлагаем дружбу на языке, который здесь заведомо не понимают, и предложение о дружбе на другом языке, который мы тоже не понимаем, мы не слышим. И в этом, конечно, никто не виноват. Просто нам нужен переводчик, и сейчас он будет. Чтобы понять, как попасть в клуб по интересам и завести друзей, мы переместились к клубу Richmond Canoe Club. Это обычный гребной клуб на Темзе, куда берут новичков даже начального уровня. Он работает с 1944 года, сейчас членами являются сотни человек. Но самое интересное вот в чем. Даже оплатив членство, вы не получите ключ от здания сразу. Сначала от вас требуется регулярное участие в жизни клуба, тренировки, мероприятия, помощь и так далее. Покажите, что на вас можно положиться, и только тогда вам доверят самостоятельный доступ. По-моему, это прекрасный пример того, как эта культура работает. Неважно, аристократический клуб пола или народный гребной клуб, ты можешь стать членом любого из них, но заслужить доверие тех, кто внутри, поможет лишь время. Клуб держится на волонтерах. Кто-то готовит субботний обед на 30 гребцов, кто-то чинит лодки, кто-то засекает время на соревнованиях. И, глядя на это, я, кажется, поняла, как здесь вообще возникает дружба. Не после фразы «давай дружить», а после фраз «поможешь убрать лодки?», «засечешь время в среду?», «кто готовит обед на субботу?». И вот мои личные выводы инструкции. 4 правила для тех, кто хочет через увлечение найти здесь своих. Первое. Повторяемость важнее престижа. Полгода обычного бегового клуба откроют больше дверей, чем один визит на дорогой матч пола. Разовое событие не создает отношений. Отношения создает следование расписанию. Второе. Ищите сообщество, а не услугу. Индивидуальный урок дает навык. Клуб, команда, хор, волонтерство дают сообщество. Третье. Соглашайтесь на скучную работу. Накрыть стол, убрать инвентарь, принести чай, показать новичку, что где лежит – это сблизит вас с людьми лучше, чем беседа.
Четвертое. Не изображайте эксперта. Пара правильных вопросов работает лучше, чем демонстрация знаний. Слишком активное желание понравиться здесь настораживает, а вот нормальное любопытство – нет. Одна честная оговорка. Если хобби выбрано только ради нужных людей, это станет заметно, минут через 5. Самое полезное увлечение не самое статусное, а то, ради которого вы правда придете в следующую среду и в дождь, и в засуху. Мой муж, например, уже нашел себе шахматный клуб и сообщество тех, кто играет в любительский футбол. Я могу сказать, что это невероятно положительно отразилось на его настроении и адаптации тут. А вот я пошла по другому пути. Мы вместе с художницей Аней Моховой создали свой собственный клуб путешествий по Великобритании и арт-встреч. Назвали его Sunday Culture Club. Наша ближайшая поездка в Уитстебл на фестиваль «Устриц». А еще в сентябре будет хайкинг на Seven Sisters. Если вам интересно к нам присоединиться, я оставлю ссылку в описании и в закрепленном комменте. Вернемся к вопросу, чем же вы занимаетесь в свободное время из начала ролика. Теперь я знаю его второй смысл и знаю, что на него отвечать, но дело даже не в этом. Во всей этой теме на самом деле есть кое-что очень полезное и важное для нас с вами, для иммигрантов. Из всех возможных дверей британской классовой системы, а это акцент, происхождение, фамилия и род, единственное, которое действительно можно открыть самому, это дружба через клубы. И дверь эта открывается не деньгами, не связями, а просто тем, что вы регулярно приходите в одно и то же место, скажем, по средам. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, какое у вас увлечение и хватает ли у вас на него времени. А если вы находитесь в эмиграции, расскажите, получилось ли у вас завести здесь друзей. Ну а если вы хотите больше узнать о том, почему англичан считают неискренними и правда ли они никогда не говорят то, что думают, оставляю вам видео на эту тему.